Сегодня у нас будет спящая красавица. Совсем спящая? Очень спящая. Давай. Ну, как минимум, тока родилась и уже уснула. Ну, не только родилась, ты прям совсем сказку Ну, до 16 лет. сократил. Сама по себе сказка достаточно объемная, интересная, насыщенная событиями. Мы ее также пересказывать не будем. Витя, а как ты думаешь, что такое спящая красавица? Вообще название сказки, почему такое спящая красавица? Спит, которая заморозила все свои чувства и мысли. В общем, находится в таком анабиозе. Находится в неком Не пространстве, Неконтактном, в общем, таком пространстве, да, не контактирует никак с реальным миром. с реальным миром. Мгм. Как бы в отрыве. Тело ее здесь, а сознание где-то там. А как ты думаешь, что это за процесс такой? Ведь этот сюжет, он, по-моему, повторяется в «Руслане и Людмила». И пересекается еще с некоторыми сказками. Да, да. Но здесь вообще сам процесс уколоться веретено, он самый интересен. А вот Мгм. этот процесс, да, когда мы наблюдаем в разных сказках вот этот сюжет, то, что красавица засыпает, и там есть где в гробу, где еще какие-то моменты, да, то есть различные вариации на эту тему. Вообще раньше был такой обряд, когда девочек-подростков выводили в лес, и для того, чтобы оторваться от матери, то есть там была обязательно женщина, которая за ними смотрела. Девушек-подростков выводили в определенный возраст, когда наступал репродуктивный возраст, ну, то есть когда вот наступала уже женская зрелость. Не ну да, женская зрелость. И отрывали от земли. Земля в архетипическом слое является матерью, это прима материя, как говорил Юнг. Да, то есть отрывали от земли, чтобы оторвать от матери, Мгм. чтобы она могла уже выходить замуж, становиться уже чьей-то женой, Самостоятельно, то есть стать. самостоятельной, да. И вообще вот эта символика веретена, да, веретено как плетение судьбы, да, вот эта работа с нитью, там веретено, не веретено, а сама прялка, колесо судьбы, да, Мгм. крутится, когда там вообще вот в этом символе очень-очень много образов. Но я тебе сейчас такой красивый момент скажу о том, что м, девочек же учили работать с веретеном с раннего возраста, да, как только наступало 7 лет, учили работать с веретеном. Если ты посмотришь на веретено, то ты увидишь, его образ. И когда, приходили свататься, да, в возрасте уже таком более старшем, у девочек спрашивали, да, умеют ли они работать с прялкой, с веретеном, там, готовить, еще что-то. Как ты думаешь, про что спрашивали, когда, спрашивали про веретено? Ну, я так подозреваю, умеет ли она создавать, насколько она самостоятельно создавать свою судьбу. А, это да, и про судьбу в том числе. А еще здесь есть момент того, что умеет ли женщина обращаться, а, с мужским фаллическим. М, Интересно. Ты представляешь, насколько это красиво? Ну, если ты посмотришь форму веретена, ты увидишь, это прям, фаллический символ. Соответственно, у мужчин спрашивали, умеют ли они обращаться с гвоздем, с топором. С То есть мечом. меч уже такой более взрослый, да. Ну, поверь, в деревне не обязательно нужен был меч. Мгм. Меч — это такой больше рыцарская история. А вот гвоздь вбить, даже вот понимаешь, видишь уже такую Да, образность. подтекст такой интересный. Да, то есть гвоздь вбить, дрова наколоть. И вот это становится совершенно другая история. То есть уже родители узнавали, насколько мужское может обращаться с женским, женское с мужским. Ведь и к этому еще готовили. И как это все красиво заувалировано через слова, через символы. И не было никакого там стыда или чувства вины, или еще что-то, а все это было открыто просто символично. Символично, а может быть, не так прямо в лоб, Ну, как это. конечно. Не спрашивали. Но Просто. это было и не нужно, если это все в символике закодировано уже было Мгм. изначально. И уколоться веретеном, то есть пустить кровь.
Да, то есть стать женщиной. Конечно же. Оторваться от матери, стать женщиной, уйти в какое-то пространство такое, пока еще неопознанное, Мгм. переходное пространство. И потом пробудиться. Вернее, пробуждает принц, пробуждает знакомство с мужским. Последовательность, символы. Ну, просто это очень красиво. Это очень красиво, это очень не пошло, да, потому что сейчас очень много пошлости, а это вот настолько все так аккуратно, мягко, с уважением, с достоинством. Вот это Мгм. же все произносилось с достоинством. Я даже мужу как-то рассказывала о том, что насколько это интересно. Вот так вот люди идут, сватаются, и вот друг другу об этом говорят абсолютно открыто, легко, свободно. Да, и Узнают, узнают. и это же взрослые люди узнают, да, твой отец, твоя мать рассказывают о навыках девочки, о навыках мальчика. М, Поэтому все понимают. да. Но вообще, да, есть разные части личности, да, и принято, больше как бы признавать позитивные стороны. Ну, Мгм. на этом развивается очень много всяких, методов и всяких разных историй. Но есть еще же в нас и злая, теневая часть. Ее никто не любит приглашать в жизнь-то. Мгм. Соответственно, тем более, когда рождается ребенок. А она важна там в этой части сила. Благодаря этой силе она встречает. Ну вот все время вот эти развороты. Благодаря этой силе она встречает кого? Принца, Принца. можно сказать, свою судьбу. Свою судьбу, да. То есть, видимо, она все время знает, такая злая часть матери, как будто бы злая часть матери. Она всегда знает, как выдать замуж, то есть через что замуж выдается Мгм. девушка. Уколется веретеном, Выйдет уйдет в замуж. забвение, да, то есть уйдет в пространство трансформации и выйдет замуж. Особо не напрягаясь. Ну, тут, понимаешь, вот это вот, ей же не нужно было бегать там искать по тренингам там Ну да. принца. Объявление развешивать. Да, то есть, щас же очень частый запрос: "Я хочу найти себе мужчину". Знаешь, вот, мужчины как грибы, оказывается, нужно искать. Вопрос где? Даже сам запрос стоит некорректно. Он чё, прячется, что ли, где-то? Он убегает. Да, а здесь вот, ну, все очень правильно. Здесь просто уснул, проснулся, гипс. Да. И 2 ребенка. Ну, ведь есть же сказка у Базилье. Есть у этой сказки очень много, на самом деле, разных вариантов. И одна из версий у Базилье, там она, о по-моему, у этой сказки, что она рожает двух детей, мальчика и девочку, Да, Зорька и кто-то там. и И там прям такое развитие событий, там только потом она мать, принца вот этого людоедка. да-да-да, "Талия" называется сказка. Талия. Да. То есть Прикольно. там, другой разворот, и, конечно, это будут немножко другие пласты. Второстепенные персонажи, то есть это ее часть личности. Я же правильно понимаю, все персонажи, которые находятся непосредственно в сказке, взаимодействуют с ней, это какие-то отдельные ее части личности? Ну, сказку можно рассматривать в разных аспектах. Можно прямо то, что Мгм. происходит. Вот это, вот это, вот это. Можно рассматривать как действительно, что происходит во внутреннем мире одного человека. Можно рассматривать более еще с другой точки зрения, как вообще процессы психического, да, то есть что вот как-то раскрывается, Мгм. ощущается, рождается. Ну, то есть здесь вот про спящую красавицу, это про умение, сдаться вовремя, да, уколоться и уснуть. Не сопротивляться тому процессу, уйти в забвение. И главное, ну да. Уйти, по сути, уйти во внутренний мир. Мгм. То есть когда, укалывается, да, она погружается в сон, в себя, вовнутрь, в свою реальность. И через этот процесс приходит, пробуждает мужское. А вот то, что она спала все это время, там 100 лет, и время для нее было как будто бы остановлено, это что-то значит в этом Ну, плане? во внешнем мире проходят минуты, во внутреннем мире проходят года. Ну, то есть смотря с какой стороны посмотреть еще. Конечно. То есть мы же не знаем, с какой стороны она 100 лет спала. Для нее сон был вечностью. Ну, это да. Иногда спишь так и целую вечность. Мгм. Принц такой ходил, охотился в лесу в бессознательном Мгм. своем. И, ну, если линейно смотреть на сказку, то как так получается, что он не видел девушку, даже не общался с ней, а уже влюбился?
Но ты знаешь, когда, человек встречает свою, аниму, вот он влюбляется, не видя. То есть он влюбляется в некий внутренний образ, то есть он ее знает. Вот, такое: "Я тебя всю жизнь искал". Мгм. Это вот про аниму. То есть мечтал, думал, собирательный такой образ какой-то. Собирательный женский образ, и он внутри, то есть просто то, с чем он знаком внутри, начинает проявляться наружу. То есть в его случае она начинает пробуждаться. Он действительно, у него вот такой принц, который может добыть. Он же на охоте был, у него есть Мгм. навык добывания. То есть он достаточно основан, он умеет защититься, то есть умеет владеть оружием. Это очень такая сильная история. Есть же принцы, которые ничего не делают. Да. Есть сказки, вот где принц ничего не делает. А здесь вот он ищет, он в поиске находится, он добычу ищет, у него есть основы внутренние такие рамки, границы. Просто мне тут показалось очень забавным такое. Что? Искал, был на охоте, и ему сказали, что есть такая девушка, и просто потом влюбился. Не видел и влюбился. У меня сразу подумал, а вдруг она как откроет рот, и ему не понравится. Ну, все может быть. Все может быть, да, но обычно это такой собирательный образ. Его привел к ней интерес. Интерес, любопытство. И она здесь, в этой сказке, все таки ему по статусу, Мгм. а не одного статуса. Потому что, ну, принц, да, понимаешь, что простолюдинку найти было бы проще, нежели принцессу. А здесь вот все совпало.